Всем доброе утро, если его можно таким назвать. Но, в принципе, у нас было тихо. Несмотря на то, что новости о том, что Белую Церковь бомбили, там есть разрушенные дома. Белая Церковь, кто не знает, мой родной город, один из родных городов. Я там училась, и, конечно, такие новости, не очень прям радуют, понятное дело. У нас перепутался график день с ночью. В принципе, ночью мы тоже спали, но просыпались от сообщений, что нужно прятаться. Вот такие дела. Сейчас 12 часов дня, можно сказать, вот только-только встали. Пришли в магазин, нашли сало. Вот, есть сало. Если что, это вообще очень ценный продукт, поэтому мы взяли 2 брусочка. Юра отварит с чесноком. А это вообще супер. Пока свині є, будем живі. Хлеб есть. Надо взять хлеба, батон есть. Каша якась есть. Шоколада полно. Еще есть шоколадки разные, желейки. И хлеб роблять, завозять. Такие, не знаю почем. Батон нарезный, но цены нарезные. 15 гривен. Мы сходили в магазин. Прогулялись. Юрка к Наташе не успел зайти. Наташа не успела зайти. Уже скоро с лишним будет. Я его чуть-чуть подстригла надушками. Вот и все. Сейчас придем домой. Я вчера суп сварила. Поедим супика. Вы знаете, продукты, я сейчас приду домой расскажу вам. Сало такое, не знаю, насколько старый кабан, но, короче, вот 52 гривны получилось. 364 грамма, или мне кажется. Просто потерялась. А мама привезла мне очень нужный магний, потому что у меня тонус от нервов. И чтобы тонуса не было, и такой взяла. За что огромное спасибо. Сегодня приезжала она в гости. Сейчас даже выпью. И мы уже пообедали. Хотела вам рассказать по поводу продуктов. Продукты, хлеб есть, и мы нашли сало. Для меня сало увидеть, это, знаете, вот мы просто с Юрой любим сало. Вот, и сейчас он часть варит. Это такая процедура, такая готовка сала. Сварить сало, обмазать чесноком, солью. Это очень даже неплохо, очень вкусно. Вот, и, хлеб всегда будет, в принципе, так, чтобы, вот шоколада полно, заморских разных продуктов тоже полно. Хумус, конечно, хотела взять, но срок годности такой, знаете, несколько дней всего лишь. Не знаю, почему у него такой маленький срок годности, непонятно. Консервы не найти. Что у нас еще не найти? Овощей мало. Конечно, сосиски, колбасы, только хамон остался дорогущий и сыры разные дорогие. То есть все остальное, очень сложно найти. Мне кажется, что сардельки какие-то нереально найти. По крайней мере, у нас на пятачке. АТБ на пятачке закрылся почему-то. Сейчас проблема стала по поводу кошачьего корма, но вроде бы еще есть. У Евы есть еще. Вы не переживайте, ребят, я вчера сказала по поводу финансов, все мне очень приятно. Мне столько девочек начали писать о поддержке финансовой. Честно, у меня реально ни совесть, ни морально, я никак не смогу вам отправить номер счета. Будет очень большой поддержкой, если вы будете какие-то плейлисты мои включать, старые, положительные, не военные, вот эти вот все. Включать плейлисты с моря, например. Можно просто включать звук и, смотреть. Вот, это так единственное. Пока что, такой поддержки финансовой нам не нужно. Спасибо большое, но очень приятно за то, что вы отозвались, серьезно. Даже сейчас дают помощь, знаете, где-то какой-то продуктовый пакет, там хлеб, так понимаю, кусок масла, еще что-то можно в Киеве найти. Есть волонтеры, которые этим занимаются, но мы с Юрой решили, что пока у нас есть что есть, мы не будем этим пользоваться, потому что нуждающим. Пусть будет более нуждающим. Мы, конечно, понимаем, что есть люди, которых забит холодильник, они все равно идут, берут эти пакеты, да, продуктовые помощи. Но это уже на совесть. Мы так не можем. То есть мы потом, если вот приспичит, потом уже, да, будем искать и
Проблем там с памперсами такого тоже нет. Витамины пока что у меня есть. Еще хотела сказать по поводу, мне нужно будет колоть иммуноглобулин вот 9 марта. Написала я к своей гинекологше, она сказала, что все отмена, и только уже в роддоме после родов мне уже в течение 72 часов будут колоть этот иммуноглобулин. Это для следующих беременностей, чтобы не было отражения, потому что у меня отрицательная группа крови. Знаете, честно признаюсь, я не буду говорить то, что там мы как-то не вовремя все это с Юрой затеяли. Это они не вовремя затеяли, серьезно. Я такая счастливая была, я вообще ничего негативного не воспринимала. Я весь свой этот период, первый, второй триместр, прям ничего. Я очень надеюсь, что все это закончится в ближайшее время. Договорятся, как-то это все или подавится это все. Но думаю, что будущее нас ждет все равно хорошее. Поздороваться с вами. Это термобелье. Покупала я термобелье, и оно, как видите, совсем маленькое на меня, потому что я уже совсем так выросла. Вот, ну хоть что-то и хоть кто-то там меня радует. Вот такие дела. Дома я реально себя чувствую более спокойной. Но, насколько я понимаю, как все обесценилось, ребят, это вообще. Вот так вот Юра варит сало. У них так в селе делали. Потом, я так понимаю, закатывали солью в банке. Вот, ну, знаете, пахнет, конечно, такой, почему-то курочкой. По всему этому дому. Хочу сказать, знаете, что вчера был такой период у меня в жизни, как раз вот когда вот паника, да, это все же как-то на пункты делится, вот это все состояние, злость, ненависть, эйфория даже во время войны. Вчера была какая-то паника, я вчера собирала 2 раза сумку. Я вчера реально, чуть не уехала, не то что уехала, я собирала сумку в Польшу ехать. Я рассказывала о своей позиции, почему мы не уехали изначально в Телеграме. Вот. Кому интересно, можете зайти почитать. Это телеграм-канал я создала на всякий случай, если связь вообще пропадет со мной. Я собрала сумку. Я была настроена, но то, что я говорила, что я настроена, меня настроила кума, она меня там ждала и ждет. Вот. Но я вот говорю, что я еду, но я в это сама не верю. И когда я открыла очередной чемодан, собрать, что-то самое важное, я поняла, что мне нужно взять хотя бы пару пеленок. Пеленок и какие-то, знаете, эти вот послеродовые прокладки, но на всякий случай. И хотя бы одежку, хотя бы один какой-то бодик, на всякий случай. Я поняла, что я морально не выдержу, не смогу. Я не смогу кинуть Юру, то есть я не смогу ехать в поезде в таком положении, зная, что я бросаю своего Юру. Вот. Я понимаю, что, конечно, всех баб вывозили, да, раньше во время войны. Короче, я очень сильно привязана к нему морально. И не только к нему, и к другим родственникам, которые здесь останутся. И я решила остаться. И вы знаете, я прям вчера, когда я решила остаться, у меня прям все как рукой сняло. Мне стало намного легче. И мне дома спокойней. Мне дома спокойнее, чем мне было бы вот где-то в другом месте. Понимаете, мне было бы там совсем неспокойно. Я бы себя изнутри просто выедала. Надела кофту. Вот Юра говорит, что не исключено, что придется все равно уезжать. Неизвестно, как будет. Такое ощущение, что они, знаете, тянут, ждут, чтобы все уехали и потом начать. Да, Евочка. Но мы все равно надеемся, что все будет хорошо. А мы сейчас с Юрой будем стоять, отвлекаться какое-то видео, но тоже на тему политики, но не про вот эти вот разрушения всякие, а интервью. Вот такие реалии жизни. Это вам не какое-то такое блюдо заморское надо придумать. Бутерброды с салом и горчицей. Это очень вкусно, кстати. И до войны я тоже это ела. Кто-то стучит. Прям хочется пойти настукать. Да? Хочется.
Уже перестали прятаться в подвалах. Идем в ту комнату? Давай. Мамсик, спасибо. Такая вкусняшка. Пахнет як. Люди уже перестали прятаться в подвалах, потому что много информации по поводу того, что дома с правилами двух стен, правила двух стен, когда вот в коридоре, в общем, можно в своем коридоре прятаться, намного надежнее, чем в подвале, если подвал имеет один выход. Если два входа, то, конечно, это неплохо, потому что если завалит, то уже все, просто могила. Вот, и люди уже привыкли, и к сирен у нас нет на Троещине, морально не давит, по крайней мере. Я уже об этом говорила. Но привыкли о оповещении о том, что нужно прятаться. Вот такие дела. И это очень, я вам скажу, не очень. Сегодня ходили в магазин, и дверь скрипнула. Боже, там люди подскочили. Нервы на пределе у всех просто. Я вам не могу передать, насколько это страшно и неприятно. А сколько людей лишились домов, в прямом смысле слова. Это жесть. Просто жесть. На этом я буду заканчивать. И очень надеюсь, что завтра вот таким вот образом отвлекусь, тоже что-то сниму вам. Всем пока.